Народ, всех приветствую, тут у нас выходит 3-й сезон Dragonflight, а значит и классовые сеты подвозят новые. Значит, сегодня будем на них смотреть, обозревать. Я не смотрел еще ни на один сет, но немножечко краем глаза успел заметить ДКшника, но я думаю, это не критично, поэтому поехали посмотрим, что у нас тут имеется, и начинаем, конечно же, с ДК. Я не знаю, сет на ДК вышел реально уважаемый. Наконец-то, рыцари смерти выглядят страшно. По внешнему облику их классового сета. Безглазый такой черт шипастый, вот этот капюшон максимально в тему, наплечники, в общем, прям прикольно, мне нравится. Реально вот ничего лишнего, он не вычурный такой, знаете, не цветастый, потому что предыдущие сеты были довольно неплохие, но они были цветастые, там, я не знаю, все цвета радуги. Здесь же мы видим прям такой вот, ну ДК, вышел реально черт, полудохлый такой, это уважаемо. Нагрудник. Да, не знаю, ноги довольно скучные, пояс тоже. Ботинки, кстати, в Легионе были подобные, там еще в Цитадели ночи они падали. А вот перчаточки, кстати, перчаточки тоже необычные. Обмотанные как бы бинтами руки, тоже немного шипов есть. И вот этот вот кастет шипастый, можно так сказать, из костяшек выходящий, это мне прям зашло. Поэтому, короче, шлем, наплечники и перчатки прямо топ из топа. Ставлю лайк сету на ДК. Это значит у нас с мификов будет падать, это героический рейд. Вот сет нормала, вот это прям бомбическая расцветка. То есть если классическая плюс-минус такая фиолетовая, да, цветастая была первым вариантом, то здесь же он такой черный с белым. Вообще вот, ну прям вот как-то, блядь, так вот сдержанно, но при этом идеально, мне кажется. Вот вообще прям супер качественно получилось. Так, это у нас поиск рейда, кстати, тоже довольно неплохой, красненький, кому любит красный, и ПВПшный. ПВПшный сет на ДК, посмотри, как вот белый с черно-красным сочетается, это уже какой-то такой ревендредский мотивчик, да, напоминает и Shadowlands, но вообще прямо, мне кажется, вот это самая лучшая расцветка из всех. Либо черная, если хочется прям вот максимально, знаете, так, без каких-либо ляпистых моментов выглядеть. Но если хочется немножко со стилем, прямо так утонченно, тогда вот этот вот ПВПшный, блин, какой же он хороший. Может, прям на ДК поиграть, что ли, чтобы этот сет получить. Но он реально очень хорошо выглядит. Ох, суета, байтят на то, чтобы поиграть в ПВП на ДК в новом сезоне. И, я так понимаю, это будет у нас ПВПшный сет за рейтинг. Когда ты повышаешь себе, то будет такая синяя расцветка. Ну, синяя, конечно, тоже прикольная, но белая нет. Белая в разы лучше, как по мне. Так, идем дальше. У нас тут демон-хантеры. Угу. Подожди, это шея? Вот это вот, видно курсор? Да, видно курсор на записи. Вот это что такое? Это у него шея или это у него типа левитирует черепок? Короче, мне шея вообще не нравится, она какая-то странная. По идее, это энергия, да, которая поддерживает черепок в воздухе, чтобы он летал. Но это как-то странно выглядит, она не должна так выглядеть, мне кажется, не? Либо это я придираюсь. Но мне вот не нравится, она какая-то слишком вытянутая, что ли. И блин, черепок вообще не смотрится. Все остальное в целом, ну типа дефолт. Наплечники. Какой-то скучноватый сет. Вот это что за ботинки? Это что такое? Он уги надел железная. Я, кстати, вот не заметил сразу. Реально какие-то говноступы, что ли. Короче, мне не нравится то, что какая-то очень странная шея летающая. Ну, вообще непонятно, что это. Говноступы какие-то. Ну и в целом сет не очень такой прям какой-то необычный. Ну, типа, пойдет. Он очень похож, знаете, на такой дефолтный сет, который ты убиваешь себе там за квесты какие-то обычные в открытом мире. Но вот расцветка прикольная, кстати, вот эта голубая. Именно расцветка. Но претензии также остаются к шее и к ботинкам. Ботинки вообще какой-то странный элемент здесь экипировки. Тоже неплохая расцветка. Ну, короче, ДХшники такие себе. Что-то мне не очень понравилось за счет шеи. Ну, как бы тут не обессудьте. Опа-на, друиды на очереди. Вот друиды это интересно. Они бывают либо супер пиздатые сеты, либо прям такие вообще посредственные. Сейчас глянем. Угу. По-моему, он немножечко не то, что нам нужно. Ну, например, шлем. Шлем просто вообще какой-то невзрачный, неинтересный. Точно не будем носить, правильно? Идем дальше. Наплечники. Какая-то сова. Они очень узкие, я не знаю, очень узкие. У него вот морда у совы как будто бы сплющенная, как будто она вот так вот сидит. Нет у вас такого ощущения? То есть вот они идут, и морда совы должна как-то вот так вот продолжаться чуть дальше. Она как-то сплющенная, так вот вниз смотрит, поэтому мне не особо нравится, как-то непонятно. Типа здесь они слишком линейные, прям вот ровная такая полоса идет. Ну, короче, странно. Юбка плюс... В общем, да, друид какой-то тоже не очень, я не знаю. Может быть, перчатки можно будет и пояс на какие-то другие сеты разобрать. Но в целом друид мне не нравится. Не, друид мне точно не нравится.
Так, а это вариация вообще без юбки. Это у нас типа на Ферала, да, допустим, какого-нибудь, когда он носит кожу, ну, типа в стандартном его понимании, когда просто ноги идут именно штанами. Вот у меня слово вылетело из башки штаны. Не юбка, а штаны. Ну, то же самое, по сути, ничего не... Даже еще хуже, наверное, смотреться стало. Он как будто бы в спортивном комбезе вышел, я не знаю. Если наплечники снять, будет реально просто спортивный комбез. Ну, такое. Короче, друид тоже мне не особо понравился, если честно. Ну вот ПВПшная расцветка, наверное, неплохая. Вот из поиска рейда тоже голубенькая такая. Остальные. Зеленая точно мне не нравится. Мифик нормально, более-менее. Короче, средний друид. Средний друид. Так, идем дальше. Эвокеры. Соответственно, новые драктиры у нас, да. Ну, что сказать. В целом пойдет. Опять же, если шлем убрать, то будет такой вполне себе обычный дефолтный классовый сет. А на драконах я вообще не знаю, только наплечники будет видно. Я не шарю за драктиров, если честно, ни разу в них не играл даже. Поэтому я не особо компетентен в вопросе подбора сетов на драконью форму. Я вообще не знаю, как это там работает. Типа, если я полностью чарю себе вот этот сет на персонажа, да, в форме, ну вот, эльфа, то на драконе будет только наплечник отображаться. Плюс какая-то его броня, которая идет в редакторе персонажа, да, или как? Тут, короче, я не знаю. Ну, в целом сет, типа, лучше, чем у друида, однозначно. Ну, он более такой просто сбалансированный, больше похоже, что да, вот это типа дракона, окей, я понимаю. Наплечники неплохие, даже сказал бы прикольные. Пояс прикольный, да. Я просто не особо люблю юбки в этом плане. Длинные, да, такие в полсета, но им подходит. Если шлем убрать, будет прям нормально, мне кажется, смотреться. А тут можно так сделать, нет? По-моему, я могу куда-то вот сюда вот, да, тыкнуть, сейчас зайти посмотреть в 3D и снять шлем. Могу снять шлем, нет? Сейчас проверим. Как снять шлем? О, можно прям на весь экран себе эльфа сделать, офигеть. Open in dressing room. Окей, let's go. По-моему, я не могу снять никак шлема, посмотреть без него не получается у меня. Или могу? А, вот, смотри. Unequip. Во, про что я и говорил. Мне кажется, так же гораздо лучше смотрится, не? Хорошо вам видно? Вроде должно быть хорошо. Вот. Без шлема он прям нормально. Ну, кстати, пояс что-то куда-то пропал тоже. Да, странно. Ну, короче, вот так вот сет мне прям кажется нормальным. Как раз-таки прическа эльфов играет. Такая, можно длинные, обширные волосы все делать, расфуфыренные. Да, вот без шлема прям вообще хорошо смотрится. Так что здесь там, ну, типа, полулайк такой. Больше вверх, чем вниз. Короче, однозначно лучше, чем друиды. Посмотрим, что у нас идет дальше. Да, я не пролистал еще все расцветки на раскраску, соответственно, на сет драктира. Вот такая голубенькая, неплохая, ПВПшная. Кстати, здесь у него снова юбки нет. Здесь снова не юбка, а именно штанцы идут. Но с юбкой, наверное, он даже лучше смотрится, если честно. Опять же, странные какие-то ботинки. Вот под юбкой их было не видно. Почему у него 3 пальца какие-то, я не знаю, однополигональные? Там чисто треугольник нарисованный просто, и все. Нет? Или мне так кажется просто одному? Вот эти вот пальцы на ботинках. Ну, короче, странно. С юбкой даже лучше смотрелось. С юбкой смотрелось реально лучше. И, соответственно, я так понимаю, за уже рейтинг в арене будет вот такой. Ну, вот это неплохая расцветка, такая необычная в целом. Но окей, пойдет. Драктиры пойдут. Ну, вот голубая мне больше всего нравится, наверное. Вот за поиск рейда. Или за нормал. За нормал почти такая же, как за ПВПшку. Вот. Но они вообще идентичные почти по раскраске. Так, летим дальше. У нас тут Хантер-Хунтер на подходе. Смотрим. Ну, наплечники однозначно лайк. Прямо вот 2 ебальника дракоша себе повесил и с кайфом ходит. Шлем, опять же, странный, непонятный, неинтересный, скучный. Без шлема будет лучше однозначно. Но здесь прикольно. Нагрудник классный, качественный, кольчужно выглядит неплохо. Прям интересно. Штаны тоже. Ботинки. Вот здесь, ну, ботинки стандартные, дефолтные. Типа, окей, их можно спокойно себе взять на сеты. Короче, Хантер мне нравится. Даже если я не буду использовать этот сет полностью весь, как минимум шлем я точно сниму, то набрать его для других сетов, просто вот так вот разобрать на экипировку, это прям вообще отличный вариант. Можно даже бегать в целом полноценно, но главное снять шлем. Шлем опять же здесь не подходит. Наплечники пиздатые, ботинки, нагрудник, перчатки. Ну, не, в целом вот Хант на самом-то деле не ожидал, но мне Хант нравится. Опять же, если снять шлем. Так, расцветки. Но опять же, поиск рейда, я не знаю, вот эта голубая расцветка одна из самых лучших, как по мне. Хотя здесь дракоша страшный, вот этот. Почему, куда он пропал? Ну, видимо, это без эффекта просто фотка, да? Должно быть лучше. Во, в ПВП красный, черный, вот это мы уважаем. У ПВП одни из самых лучших расцветок, я так понимаю. Поиск рейда, да, голубая, лучшая. И в ПВПшная такая красно-черная. У ДК бело-красно-черная. Короче, ПВПшные расцветки топ. Играйте в ПВП. Вот, в Dragonflight. И вот это даже неплохая расцветка, необычная. Мне нравится вот коричневая с голубым, кстати, очень редкое, но необычное сочетание такое. Ханту ставлю лайк однозначно, мне нравится.
но если снять шлем. Маги. У Наги-маги у нас на подходе. Это что? Это что за шляпник? Это Гэндальф? Блин, интересная шляпа, конечно. А у магов были подобные шляпы в целом в Вове или нет? Ну вот я знаю, есть такая шляпка Наура, да, всем известная, такая розовая, в Даларане продавалась. Но она была маленькая, эта шляпа в разы больше. Как бы у кого шляпа больше, тот и прав, как говорится, если ты маг. В целом, очень странный сет какой-то, типа маг плюс технологии, да, вот у него пояс технологичный, наплечники технологичные. Опять же, шляпу я бы точно забрал на какие-то сеты. Наплечники мне не очень нравятся, пояс, возможно, куда-то можно запихать. Странный сет. Это типа сет а-ля механический алхимик маг. Вот такая шляпка у Нуру, вот такой расцветки, розовая. Ну, странный очень сет на мага, он мне не нравится. Шляпа прикольная, и опять же, какие-то у него уги надеты. Но у них хотя бы, я не знаю. Короче, странно. Очень странный маг. Давайте, опять же, расцветки, да, вот поиск рейда голубая самая лучшая, и PvP-шная расцветка тут прям прикольная тоже, черно-желтая такая, интересная. Белый маг есть. Кто-то белый маг или черный. Короче, очень странный сет. Может, кому-то и понравится, мне как-то кажется, что он не очень подходит. Но я бы точно так не бегал, если честно. За мага я бы не бегал такого. Но шляпу можно забрать, да, шляпа пойдет. Монахи, вот это интересно. Вот это интересно. Я даже не буду думать, я просто посмотрю, и походу херня какая-то. Цапля, опять же, тоже сплющенная цапля очень, знаете, да? То есть вот идет наплечник, по идее, можно было бы эту цаплю продлить, чтобы у нее башка была подлиннее, повыше, типа она там расправлялась. Где шея у этой цапли? Вот она, вот эта шея, это все. Такое себе. Очень какие-то необъемные наплечники. Они растянуты, а в другую плоскость не вытянуты, и поэтому смотрится очень странно. Шлем тоже не очень. Это какой-то сабзира недоделанный. Вот это какая-то блямба в центре. Вот этот, я не знаю, что это. Короче, камень какой-то драгоценный, типа. Мне не нравится. Нагрудник тоже. Причем здесь крылышки, типа крылышки цапли. Мне интересно смотрится. Пояс, возможно, можно разобрать. Перчатки, возможно, тоже куда-то пойдут. Штанцы, кстати. Штанцы прикольные, знаете, которые такие объемные штанцы монаха шаолинского. Не монаха из Вова, а вот монаха шаолинского. Если они еще были у них оранжевые, такие ярко-кислотные, было бы прикольно. Вот. Но, опять же, боты тоже странные какие-то. Сзади не очень прикольно смотрится. Плащ, я не знаю, я здесь ни одного хорошего плаща, кстати, не увидел в этих сетах еще. Но монах тоже дизлайк ставлю. Нормал, значит, красная расцветка прикольная. Поиск рейда, вот это странная расцветка, мне не нравится. Да, мне точно не нравится. Ну, короче, у монаха можно либо пояс, либо штанцы разобрать. Может быть, где-то иногда подойдут боты, но просто они странные. Надо именно в игре посмотреть, как они выглядят. И здесь даже PvP-шная расцветка какая-то, ну, прямо такая странная, не очень привлекательная. Не хочется, не. Монах дизлайк. Вот это самая худшая расцветка вообще. Кто ты? Что ты? Зачем вы так над монахами поиздевались? Ладно. Идем дальше. Паладин, может быть, здесь отыграемся, посмотрим. Нахрена он себе 2 зубочистки повесил просто на каждом плече? Ну, я типа не знаю. Ну, реально, тоже как-то странно смотрится. В чем прикол? Он повесил себе какой-то маленький какой меч на каждую сторону, типа, и что? Как он ходит? Типа, он вот так вот ходит, и у него же это все за все цепляется. Ну, типа, по идее, ну, если рассматривать это как-то более-менее, ну, типа, подумать хотя бы об этом сете. Зачем ему мечи на плечах, типа... И они какие-то тоже тонкие, непонятные. Шлем, возможно, прикольный, знаете, тоже, ну, разобрать на какой-то сет, на какой-то образ отдельный, если создавать, иногда может подойти. Нагрудник. Вот этот ворот, он именно к нагруднику идет, я так понимаю, да? Ну, типа хз. Перчатки нормальные, боты нормальные. Брюки пойдет. Но, опять же, ничего необычного. Очень странные наплечники, я не знаю. Мне, наверное, больше не нравится, чем нравится. И шлем. Шлем можно куда-то взять на сет и разобрать. Что именно такая корона, типа паладин, да? За нормал нормальная расцветка, за рейд поиск тоже прям такая голубая, прикольная. Ну вот расцветки у них классные. PvP-шная здесь в этот раз у нас белая расцветка. Ну, кстати, в белый он даже лучше смотрится, чем вот изначальный паладин. В белый это даже... Вот сбоку, кстати, вот этот второй кадр, да, еще более-менее. Ну, мне, опять же, определенно не нравится то, что вот эти зубочистки как-то торчат в стороны у него на плечах, не знаю. И, соответственно, PvP-шный за уже какой-то рейтинг, да, тоже неплохой довольно сетик. Ну, прикольный. По крайней мере, они что-то попытались сделать. Ладно, идем дальше. Престы.
Вот присты это интересно. О, вот это вот уже наш человечек. Кстати, у пристов очень похожие сеты. У них всегда вот эти капюшоны, которые глаза закрывают. Ну, или пол лица, да, темнотой. И такие, не знаю, святоши у них вечно на наплечниках сидят. Либо тоже в капюшонах, либо крылышки. Ну, вы понимаете, да, это присты. В целом нормально. Опять же, нагрудник, который вот этот платье у него дефолтное, перчатки дефолтные. Ноги сейчас непонятно, что у него там торчит. У него там латные будут ботинки, якобы. Ну, типа ткань в форме лат, да, могут сделать и такое. Ну, судя по носкам, это что-то латное должно быть. Пояс. Пояс, мне такие не нравятся, кстати, пояса. Я так понимаю, вот у него торчит немножечко ткань, да, падает, вот здесь вот сбоку видно. То есть, если мы снимаем сейчас все и оставляем только пояс, у него будет довольно большая такая тканевая вниз прокладка. Мне это не нравится на самом-то деле. Не люблю, когда у пояса что-то снизу болтается далеко. Но это, опять же, у меня такие предпочтения. Корона светится у него. Ну, не корона, диадема, что это такое? Короче, наплечники прикольные. Шлем можно где-то использовать. Все остальное мне, наверное, не нравится больше. За нормал прикольная расцветка, за пояс Крейда, опять же, тоже довольно симпатичная, такая сине-белая. ПВПшная расцветка, вот это классика, когда он белый с золотым. Но наплечники прикольные, да, типа тоже такие духи, там, я не знаю, кто это, святоши какие-то сидят, это нормально. Это нормально. Да, я бы однозначно забрал наплечники и, скорее всего, бы шлем тоже где-то мог использовать. Остальное оставляем за бортом. А где у него вторая ПВПшная расцветка? Только одна, что ли? Интересно. Разбойники, господа. Смотрим. Страшный черт. Шлем очень необычный. Вот эта маска в капюшоне. Но это уже не так работает, как у ДК. Нет, здесь она какая-то странная, неподходящая. Не, шлем бы я не носил, но кому-то может понравиться. Опять же, мы видим вот эти вот стандартные темы разбойничьи, что у него наплечник идет, да, туда куда-то, какие-то когти, в общем, острые из сета достаются. На перчатках то же самое, тоже когти, кинжалы, я не знаю, ножи, что это. Но вот перчатки интересные. Ботинки интересные, ноги интересные, нагрудник интересный. Короче, вот этот сет интересный, но мне вообще не нравятся наплечники, полностью не нравится шлем. Ну и плащ, очевидно, что это такое, это просто какая-то хрень сзади торчит у него. А в целом, вот если снять шлем, наплечники и плащ, будет очень даже неплохо. Я так понимаю, они решили снова вернуться к теме, что на пояс можно ему закидывать какие-то вот фласочки, которые он постоянно бухает, да, если это разбойник. В целом прикольно, нормально. Опять же, расцветки сейчас посмотрим. Герой, кстати, неплохой. Такой зеленый, кислотный, нормально. Нормал мне не очень нравится. Пояс Крейда в этот раз как-то мне не заходит, если честно. Не люблю золотой с голубым. То есть здесь золотой, голубой, ну и остальные оттенки, да. ПВПшный. ПВПшный мне тоже не нравится. И какой-то довольно странный такой, знаете, гнилой цвет. Вот этот может быть неплохой. Ну, я так понимаю, самый нормальный цвет, самая нормальная расцветка была это либо вот это за героик, либо за мифик. Но от нее здесь, конечно, многое зависит. В общем, непонятно. Давайте я посмотрю, как он смотрится без шлема и без наплечников. Мне прямо интересно, это реально что-то вот играбельное? Или прямо не хочется это надевать на себя? Вот в dressing room зайдем. You know. Так, unequip. Ну, вот уже стало вроде получше. Хотя здесь наплечники не так плохо смотрятся. Но здесь нагрудник уже слишком скучный. Короче, не знаю. Не знаю даже на самом-то деле. Ну, давай, окей, попробую снять. Я же могу снять? Могу снять. Ага. Но он очень какой-то он грузный сет. То есть одни перчатки, у них, смотрите, сколько элементов. Когти. Вот, я не знаю, отстраняющиеся тоже лезвия какие-то назад уходящие. Очень объемные массивные перчатки. Хотя при этом это разбойник. Нагрудник, кстати, дефолтный. Вот у него вот эта блямба в центре только необычная. Но, по-моему, в Пандарии было что-то похожее. Короче, разбойник тоже такой средний на самом деле. Он где-то на уровне друидов, может быть чуть выше, может быть чуть ниже. Хотя, вспоминая вот эти вот косолапые морды сов на друидском сете, наверное, разбойник чуть выше друидов, но где-то прям в его плоскости обитает, не особо он мне понравился. Следующий у нас на очереди это господа шаманы. Ну, вот на шаманов у меня большие надежды у меня на шаманов. Пожалуйста, хотя бы в этот раз дайте им что-нибудь жесткое. Хотя у шаманов много прикольных сетов. Ладно, окей, без лишних. Вау. OMG, man, шиш, ты посмотри на этого волка. Не, вот хотя бы ради наплечников можно, походу, выбивать каждый из этих сетов. Давай сейчас посмотрим. Да, у него в каждом сете разная расцветка волка. Даже вот белая есть, почти прозрачная. Офигенно. Вот сет шамана тупо ради наплечников уже must-have, чтобы его выбить, я не знаю. Потому что там же сделали так, что можно, по-моему, разные элементы экипировки для разных персонажей использовать. Правильно? Если я не ошибаюсь.
То есть, условно, можно на ДК какого-нибудь, на латный доспех вот этих вот волков зачарить? Или все-таки они это не добавили еще? Ладно, окей, тут я могу ошибаться, но в целом, хорошо. Офигенские наплечники, реально же офигенские наплечники. Давайте посмотрим по остальным элементам. Ну, голова такое себе, нагрудник, ну, типа дефолт вроде как. Перчатки, норм. Опять же, странные очень ботинки. Очень странные ботинки. Что это за пальцы носорога, я не знаю. Вот у него 3 такие пальца. Раньше очень часто рисовали ногу носорога вот именно так. Очень просто, типа, серая такая хрень, столб и 3 пальца. Вот такие пум-пум-пум, 3 овальчика. Вот, пожалуйста, нога носорога. Я не знаю, в чем прикол. Ну, окей. Окей, сет сам по себе не очень прямо жесткий, но наплечники это тупо must-have. Возможно, стоит перчатки выбить, но они как-то, я не знаю, по фоткам вообще непонятно, как они выглядят. Типа вот у него 3 лезвия есть, вот это что такое? Какие-то они плохо прорисованы, что ли, здесь, не знаю, непонятно. Опять же, расцветка ПВПшная, ну, такие оранжевые. Я не знаю, можно выбить каждую расцветку на этого шамана только ради разных волков. То есть у вас будут синие волки на плечах, я не знаю, зеленые, белые, какие хотите, вообще красные. Ну, кстати, за мифик самые прикольные, наверное, да, красные. Такие волколаки. Это прикольно. Это прикольно, летим дальше. Что у нас тут? Варлоки, мои любимые чернокнижники. Смотрим, что у нас тут имеется. Опа. Ну, в целом, шлем точно интересный. Опять же, такой рогатый чертила. Если я говорил, что ДК это черты, то я ошибался. Вот он. Истинный черт. Это у нас чернокнижник. Ну, как бы логично. Прикольный пояс. Прикольный пояс однозначно. По наплечникам очень сложно понять. Возможно, они неплохие. Ну да, наплечники нормальные. Перчатки мне не очень нравятся. И нагрудник тоже мне не очень нравится. Потому что это платье, а платье мне не очень нравится в целом в Вове. Расцветочки что у нас? Нормал, героик. Поиск рейда в этот раз как-то подкачал. Раньше было лучше. То есть даже за мифик расцветка поинтереснее. Тут он прям полноценно фиолетовый. Здесь он какой-то фиолетовый, ну такой типа с беленьким, каким-то сереньким. Да, о, ПВПшная. Ну ПВПшная расцветка, опять же топ. Посмотри. Просто черный, адский такой, реально чертила. Вот это уже раскрывает сет, прям мне кажется, полностью, нет? Самая лучшая расцветка на Лока однозначно. Да. Он и со спины, кстати, неплохо смотрится. Тут даже плащ неплохой. Вот плащ у Лока нормальный. Ну, типа, хороший, обычный плащ, который можно носить. Вот это мне нравится. Со стороны даже перчатки неплохие выглядят, что у него 3 такие лезвия. Как-то не очень много, да? Видимо, когти дракона, они у них ассоциируются с 3 такими когтями росомахи, я не знаю. Очень много у кого именно шипы на перчатках выступают. Окей, Локу ставим лайк. В целом можно разбирать на сеты спокойно, да. Наплечники, шлем. Даже плащ. Здесь даже плащ подходит, окей. Это лайк. Это мы лайкаем. И я так понимаю, последний у нас дружок остался. Это воины. Ну, let's go, смотри. Это кто такой? Это что за консервная банка? Вы что, серьезно? Это воин? Это воин? Я понял, почему они его в самый низ списка, походу, определили. Это же вообще какой-то урод. Вот это реально урод. Посмотри, что они с ним сделали. Что за шлем уродский? Наплечники уродские. Нагрудник. Все вместе смотрится по-уродски. Его как будто бы просто вот так вот взяли, я не знаю, вот так вот просто баночку вот так вот скомкали. Он вообще не выразительный никакой. У него нету... Опять же, у всех сетов отличительная какая-то особенность была, да? Ну, общая такая. То, что у них там какие-то когти, шипы, я не знаю, лезвия выходят. Здесь где? Что? Они забыли? Вот это вот шип. Вот это шип, да? Это то, что должно было мне напомнить про драконов, типа... Очень странно. Или вот это вот шипы, да, вот эти вот какие-то, я не знаю, просто пупырышки у него, я не знаю. Прыщик расковырял, и они у него начали в стороны топорщиться. Очень странный сет. Максимально. Это, наверное, самый худший сет. Ну да, это не, наверное, это 100% самый худший сет из всех. О, воины бедные, что-то, походу, в этот раз вообще максимально. Ботинки — хрень. Штанцы — хрень. Ну, я не знаю, может быть, максимум можно пояс будет куда-то на другие сеты разобрать. Нагрудник — полная хрень, перчатки. Ну, окей, перчатки тоже можно разобрать. Но вот шлем и наплечники — это реально кекис. Это полный кекис. Но зато плащ у него нормальный. Плащ можно забрать в целом. Окей, к плащу вопросов никаких нет. Да. Да, просто сплющенный какой-то кусок вообще, я не знаю. Даже расцветки очень скучные. Посмотри, что это. Это ПВПшная расцветка раз, это ПВПшная расцветка 2. Типа, поиск рейда, нормал. Я не знаю, они... Походу у них, я не знаю, ресурсы на войнах закончились. Они сделали сеты для всех, потом такие, у нас же еще войны есть. Ну давайте что-нибудь быстренько сделаем, там окей.
Кто тут еще свободный? Давайте поработаем. Да, это все сеты. Короче, ладно. За войны однозначно лайк надо ставить. Вот такой вот видос, народ. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение по сетам в комментариях. Надеюсь, поддержка для воинов будет огромная. Ведь им это сейчас надо, тяжелые времена. Все, народ. Давайте, всем удачи. Всем пока.